Всем привет! Меня зовут Аня, вы находитесь на канале Рукоделки-посиделки, и это мой 14-й вязовлог. В нем я расскажу, чем я занималась эти творческие дни, как они у меня прошли. Было много интересного. И как появилась эта игрушка, что же это такое, и что сподвигло меня на создание этой игрушки. Вам интересно? Тогда оставайтесь со мной. Поехали! Всем привет! Я на этой неделе у мамы и хочу вам показать. Вот смотрите, какую прекрасную куколку она связала. Это ободочек, зайчик. Классный, правда? И покажу вам. Вот такая девочка, милашка получилась. Мы с мамой вязали по одной схеме, но у нас получились разные куколки. Сейчас я вам покажу ее. Смотрите, комбинезончик у нее снимается полностью. Но я перед вами не буду снимать, просто покажу, что он съемный. Такой хвостик хорошенький. Застегну. Вот так. Волосы, как видите, сделаны из такой шелковой бахромы. Это мы так придумали с мамой. По-моему, очень прикольно получилось. Ну, одену и ободочек. Вот так. Отличная куколка вышла. Красивая, милая. Но вот они разные. Смотрите, красотка, правда? Вязали по одному мастер-классу. А вот мой вариант. Это натолкнуло меня на одну идею. Сейчас я вам расскажу, какую. Всем привет! Смотрите, у нас родилась такая идея, у меня с мамочкой. Мы возьмем одни и те же нитки, почти одинаковые крючки. За основу возьмем вот такой мастер-класс зайчика и будем вязать одинакового. Примерно вот тело вот такое возьмем, но он будет немножко другой. Я вам позже покажу картинки, что нас вдохновило. Вот интересно, что получится. Ну, посмотрим. Привет всем! Начинаю эксперимент. Вот нитки. Беленькие, рыженькие, как морковка. А вот что-то такое будем вязать. Мастер-класса нет, будем составлять сами. Всем привет! Ну что, вот и продолжается эксперимент. Это связала мама, а я, смотрите, совсем другой. Вот что значит разные мастерицы-вязальщицы. Я тоже уже ножки связала. Они у меня немножко другие. Мы составляем ножки, ручки, вообще все сами, только за основу взяли тельцы у другой мастерицы. Но посмотрите, какая разница. Это просто удивительно. Я вяжу намного плотнее, мама более свободно вяжет. Ну и составляем мастер-класс. Вот она начала делать ушки. Уже несколько раз перевязывала. И она быстрее вяжет, чем я. Ну, вы уже это поняли. Здесь будет застежечка, еще не знаю какая. А видите, с рыженького это будет вторая часть ушки, потому что ушки будут как морковки. Эта ниточка не шерстяная, более такая синтетическая, капроновая, но такая же тоненькая. Вот так работа идет, движется. Что же из этого получится? Интересно, посмотрим. Ну, пошли вязать, пока-пока. Так, привет! Новое подключение, вот мой зайка. Уже почти готов, ручки связаны, осталось только пришить. И уже я связала ушки, ой, глазки нашла, да. Глазки. Буду еще делать утяжку. Вот такие глазенки будут. Глазки у нас наших игрушек у мам будут одинаковые. Вот такой же симпатичный получается. Как вам? Прикольный, правда? И ушки, морковки я связала.
Немножко по-другому я вязала, чем мама. Вот так примерить можно. Потому что, как я уже говорила, у нас разная плотность вязания. И поэтому пришлось мне делать немножко по-другому. Вот такой хвостик. Ну, пока интересно. Получается неплохой. Сейчас буду делать утяжечку лица, приклеивать глазки вот сюда. Да, и может быть формируется красиво личико. Ну вот как-то так будет. Хотя вроде как у зайчика должны косить глазки, а ну, у нашего будут такие миленькие, хорошенькие. Побежала работать. Пока-пока. Ну и теперь немного убыстренного темпа, как шел процесс утяжки лица, мордочки. Немножко вам покажу творческого процесса. Глазки клеились. Выбирала, как лучше сделать посадочку. И так вроде как формировалась мордочка. Попробовала приклеить. Раньше я пришивала глазки или вышивала. Но вот в этот раз будет эксперимент. Приклею глазенки. Посадились так хорошо, мне понравилась утяжечка и даже сформировалась мордочка. Вот готов. И, конечно же, хочется примерить, как они будут. Ушки, ручки. Пришиваю ручки. Ну, вот так. Вот бы быстро все так делалось, как сейчас на видео. Раз, раз, и все готово. Уже мне нравится, какой получается малыш. И вот морковка, ушки морковки. Надо будет как-то пришить их. Всем привет! Но так как я у мамы, я решила вам показать уже в руках куколку Огонька, которую она связала. Платьице съемное. Я сейчас сниму и покажу вам тельце куколки. Она, конечно, вяжет быстрее, чем я. Видите, моя игрушка только формируется, но и они у нас разные получились. Вот смотрите, это ее куколка. Вязала она сама, создавала волосики вот такие, тельце. Она записала схему, и я планирую ее тоже протестировать, связать подобную игрушку, чтобы потом можно было составить тоже мастер-класс. Вот такое платьице, красивенькое получилось. Игрушка игровая, платье снимается, одевается, мягкое. Каркаса внутри нету, так что в принципе подойдет любому ребенку. Безопасная. Завяжу. Вот такая красота получилась. Мы по-разному видим игрушки, и они у нас в разных стилях. Но мне нравится и та, и эта. Ну вот вам похвасталась. Ну все, пока-пока. Всем привет! Покажу вам свою куколку Огонька. Вот у меня тоже дело продвигается. Вот такая красотка у меня получается. Вот, смотрите, уже попочку связала, сформировалась она, ножки. Получается симпатичная. Мне очень нравится. Вот, осталось у меня, я буду переходить и вязать бюстик. Еще думаю, какого цвета, продолжать дальше красным или переходить на оранжевый. Ну, в общем, потихонечку вяжется. Конечно, не так быстро, как у мамы, но все равно. Вот покажу вам. Неудобно держать одной рукой, но думаю, вам видно.
хочу с бюста начать, может быть, вот оранжевым вязать, чтобы шея и лицо мне перешли в оранжевый цвет. Ну, буду думать, или с бюстика начать, или с шейки. Ну, все вам показала. Фотоотчет готов. Видеоотчет. Вот такая красавица получается. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас буду ее набивать, чтобы могла дальше вязать, потому что будет сужение. Фалофайбер, все у меня здесь есть. Ой, падает. Ну, рассказала вам. Буду сейчас дальше работать. Пока-пока. Всем привет! Это вязовлог номер 14. Вот мои куколки, девочки. И давайте покажу вам, что мне удалось сделать на этой неделе. Итак, связала этих куколок. Вышел полный мастер-класс. 4 части по девочке Арбузику. Кому интересно, пройдите по ссылке в правом верхнем углу. И там будет ссылка на плейлист из мастер-класса. Это было времени затратно и ушло достаточно времени на это. Что же было еще? И вот мой зайка, морковка. Покажу вам его более ближе. Вот такой получился. Это мой вариант. А ну-ка, кто тут? Нет, это хвостик. И вот он здесь. Стесняется. Нет, вот вам покажу. Смотрите, какой получился. У него выворачиваются ушки. И вот такой зайчик вышел. Смотрите, ножки у него двигаются. Он может и сидеть, и стоять. Ручки пришиты, ручки не двигаются. Как вам такой малыш? Связался. Работа была интересная, мне понравилось. Вот такой у мамы получился, посмотрите. Вот вязали по одной схеме практически, но у нее гораздо больше. У меня маленький вышел, потому что, как я уже говорила, я вяжу гораздо плотнее. Но обе игрушки классненькие получились. Ушки пришиты. Вот ножки двигаются. Смотрите. И вот так он закрывается. Получилась такая большая морковка. Я думала, может, она будет застегиваться, но так как ушки достаточно большие получились, мне кажется, и без застежки она так закрывается и держит форму. И вот такая игрушка. Ну, может, еще подумаю, может, еще пришью застежечку. Так, ну, игрушка готова, эксперимент сделан. В результате и у меня, и у мамочки классный опыт, новый мастер-класс. Вот такая зайка. Я пока отставлю. Ну и покажу вам, как продвигается. Вот сиди, мой хороший. Вот. Продвигается. Ой, не падай. Как продвигается моя работа над новой игрушкой, куколкой огоньком. Смотрите, вот она. Вот, уже я начала вязать бюстик. Я вам уже показывала, вы немножко знаете. Немного я продвинулась. Вот, видите, бюст начала вязать. И остановилась, потому что думаю, ввязывать ли мне оранжевый цвет. А еще мне уже надо ввязывать ручки, а ручки не готовы. Поэтому сейчас пока
отложу и буду вязать руки. Ну, дело идет медленно, но уверенно. На следующей неделе, скорее всего, не буду ничего начинать нового, а продолжу вязать эту куколку огонька, потому что уже хочется закончить, и чтобы у меня появилась новая игрушка. Вот так вот. Такие у меня начинания. Поделилась с вами. Если вам понравился этот вязовлог, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подписывайтесь. Мне будет приятно с вами делиться своими творческими успехами и тем, что у меня не получается. До новых встреч! Пока-пока!